Все больше людей приходит к мнению, что животные должны жить в естественной среде обитания, а не находиться в клетках и веселить толпу зевак трюками. Речь идет не только о животных в зоопарках, но и в океанариумах. Чтобы хоть как-то помешать этому бизнесу, сегодня мы откроем вам 5 тайн, которые океанариумы скрывают от посетителей. Поехали! Люди, которые считают, что работа дрессировщика доставляет лишь удовольствие и не таит в себе никаких опасностей, сильно заблуждаются. Разумеется, дрессировщиками становятся только после прохождения специальных курсов. Однако даже опытные дрессировщики не всегда могут предсказать, как поведет себя животное, почувствовавшее себя в ловушке. В таких случаях вся злость зверя обычно выплескивается именно на дрессировщика, которому, к сожалению, не всегда удается отделаться лишь ушибами. Случаи с трагической концовкой после нападений дрессируемых животных также имеют место быть. Среди жертв животных, к примеру, опытная дрессировщица Дон Браншо, которую в 2010 году убил знаменитый самец касатки по имени Тиликум. Глядя на выступления касаток в океанариумах, создается впечатление, что все они отлично ладят друг с другом. Казалось бы, это логично, ведь животные вместе живут, едят и играют. Однако это далеко не так. Условия, в которых содержатся касатки, часто приводят животных в состояние тревоги и паники, вследствие чего между ними происходят драки, зачастую крайне жестокие. К сожалению, все, что могут сделать дрессировщики в этом случае, это лишь наблюдать, а по окончании драки помочь животным залечить полученные раны. Также касатки часто выпрыгивают из бассейна в надежде обрести свободу, но бедные животные не понимают, что это бесполезно. Не секрет, что продолжительность жизни животных в неволе значительно отличается от продолжительности жизни в естественной среде. Касатки, например, в естественной среде обитания могут прожить гораздо дольше, чем в океанариумах. В среднем в природе самцы живут от 60 до 70 лет, а самки от 80 до 100 лет, чем могут похвастать далеко не все люди. В океанариумах же ситуация противоположная. Лишь единицы касаток доживают до 30 лет. Большая же часть погибает, даже не достигнув 20-летия. Как известно, в океанариумах касатки живут в специальных подводных клетках. Вы, возможно, удивитесь, но для них это то же самое, что жить в плену. Некоторые животные родились в неволе, других поймали, отлучив тем самым от их стада. Разумеется, похвально, когда сотрудники океанариумов вылавливают больных или раненых рыб и животных, лечат их и возвращают в естественную среду обитания. Также известны случаи, когда представители вымирающего вида помещались в океанариум до тех пор, пока их популяция не возрастала. Однако с касатками ситуация обстоит иначе, и зачастую здоровых касаток родителей насильно забирают от их потомства. Согласитесь, мало кому понравится быть похищенным и помещенным в совершенно непривычные условия. Касаткам в океанариумах это чувство знакомо как никому другому. Удивительно, но китообразные намного умнее, чем мы можем предположить. Эти животные тоже испытывают эмоции, поэтому трудно даже представить, в каком состоянии они находятся, когда люди разлучают их с семьей, при этом убивая их сородичей прямо на глазах. Китовое стадо сродни человеческой семье, а касатки, между прочим, больше других китообразных известны заботой о своих сородичах. Достаточно лишь вспомнить историю Шаму, первой касатки, которую удалось заставить выполнять трюки для публики. Когда Шаму поймали, охотник убил ее мать буквально в нескольких метрах от самой Шаму. Словно одного лишь отлучения от семьи было недостаточно. Ужасно и очень печально. А все это ради чего? Конечно, ради денег, наших с вами денег, которые мы платим, чтобы посмотреть на этих чудесных существ. Вы по-прежнему считаете, что дельфин делает трюки только ради того, чтобы повеселить вас и ваших детей? Голод. Вот единственный стимул для исполнения трюков дельфина в дельфинарии. В Бразилии использование морских млекопитающих для развлечения незаконно. В Англии все дельфинарии закрылись под влиянием протестов общественности. А Коста-Рика стала первой в мире страной, которая запретила содержание в неволе дельфинов и китов. Заточение прекрасных животных в плен ради коммерческих целей является дикостью. Этот ужас должен стать частью прошлого. Ставьте лайк, если решили отказаться от посещения этого жестокого бизнеса.
Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Возможно, они тоже захотят отказаться от посещения этого грязного шоу. До новых встреч!